Привет всем! Сегодня все как-то по-другому. Даже для ERMY, которые обычно не испытывают недостатка в словах, чтобы описать глубину своих чувств к BTS, особенно к двум душам, которые, кажется, всегда неразлучны, Ким Тэхёну и Чон Чингуку, сегодня слова кажутся слишком малы, чтобы все это вместить. Что-то сломалось внутри, что-то слишком большое, чтобы объяснить, смесь счастья, эмоций и неверия, все это слилось воедино. Улыбки не сходили с глаз, слезы не удавалось сдержать. И все началось с одной простой вещи – их голосов. Голос Тэкука снова услышанный, мягкий, но глубоко трогающий. Когда голоса Тэхёна и Чингука разнеслись по проекту Эринг, это было похоже на открытие двери в другой мир, который могут понять только те, кто действительно его чувствует. Их интонации были не просто гармонией, это был безмолвный разговор, объятие, превращенное в звук. Мягкий, глубокий, естественный, и в то же время настолько мощный, что мог лишить дара речи любого. Многие говорят, что их голоса подобны ангельским, но когда они объединяются, это больше, чем просто красота, это как небеса, падающие на землю. Неудивительно, что другие участники были поражены и взволнованы, услышав ритмы и мелодии, звучавшие в студии звукозаписи. Ведь как иначе? Когда эти два голоса встречаются, создается не просто музыка, это живое чувство. А когда появилась новость о том, что Тэкук будет единственным бэк-вокалистом в песне Into the Sun, что-то внутри фанатов мгновенно рухнуло. Не от грусти, а от сильных эмоций. Сама песня была прекрасна, но осознание того, что под каждым слоем звукового сопровождения Тэхён и Чингук поют вместе, изменило все. Песня перестала быть просто песней, она стала эмоциональным переживанием. Каждая нота ощущалась как история, каждая гармония, как безмолвное признание, которое может понять только сердце. Но сюрпризы на этом не закончились. Как будто вселенной было недостаточно одного эмоционального момента, следующая новость обрушилась подобно приливной волне, мгновенно потрясшей мир Тэхёна и Чингука. Подтверждено, что Тэхён и Чингук вместе появятся на японском телешоу в 2-3-часовых спецвыпусках, которые выйдут в эфир 3 и 17 апреля. И это было не просто выступление, это было нечто гораздо большее. Они исполнят танцевальный номер под легендарную песню «Dynamite», впервые исполнят свою новую песню в Японии и даже проведут неформальную беседу с популярной группой Snowman. Представьте себе. Никакого персонала. Никаких ограничений. Просто Тэхён и Чингук сами собой перед камерой. Для фанатов это не просто телешоу, это редкая возможность увидеть их самые искренние и естественные отношения. То, как они разговаривают, смеются, смотрят друг на друга, все это будет показано без фильтров. И, возможно, именно в этом и заключается магия. Потому что долгое время многие считали, что их отношения не нуждаются в объяснении, их можно просто увидеть, просто почувствовать. А когда начали появляться их тизеры и кадры, все казалось еще более реальным. То, как они стояли так близко друг к другу, как их взгляды встречались, словно они были единственными двумя в мире, эти улыбки, которые давались так естественно, все это казалось маленькой частью чего-то гораздо большего. В этом была теплота. В этом было утешение. В этом было что-то труднообъяснимое, но так легко ощутимое. И именно тогда фанаты начали дрожать, кричать, даже плакать, потому что то, что они видели, было не просто обычным взаимодействием. Вот почему сегодняшний день кажется таким прекрасным. Не только потому, что мы получаем новый контент, не только потому, что нас ждет большое выступление, а потому, что нам напомнили о чем-то, что всегда было, о связи между Тэхёном и Чингуком, которая каким-то образом всегда трогает сердце стольких людей. Не нужно ничего подтверждать, не нужно объяснять длинными словами, потому что достаточно одного взгляда, одной улыбки, одной гармонии, и все становится ясно. Бывают моменты, когда камера запечатлевает небольшие, необъяснимые выражения, короткий взгляд, слишком долгий, чтобы быть случайным, улыбка, которая появляется еще до того, как кто-либо из них успевает закончить говорить. Именно такие моменты лишают многих дара речи, не потому что они не знают, что сказать, а потому что понимают, что то, что они видят, нельзя упростить до простых слов. Это язык, понятный только чувствам.
По мере приближения даты выхода японского спецвыпуска, предвкушение нарастало. Фанаты начали считать дни, даже часы, словно время шло медленнее обычного. 2 трехчасовых эпизода были не просто долгим просмотром, это был долгожданный подарок. Пространство, где Тэкук мог присутствовать не как часть группы, а как 2 отдельных человека, дополняющих друг друга. Новость о ток-шоу без персонала стала одним из самых шокирующих откровений. Потому что это казалось местом, где открывались все возможности. Без ограничений формальности, без строгих производственных правил, все могло произойти. Спонтанный смех, шутки, которые могли быть слишком личными, или даже молчание, которое говорило громче слов. И одной мысли об этом было достаточно, чтобы многие сердца затрепетали. Когда обсуждалась танцевальная коллаборация для Dynamite, сразу же возник образ их синхронных движений. Тэхён со своей фирменной элегантностью, Чингук со своей невероятной энергией и точностью, 2 разных стиля, которые идеально сочетались. Это был не первый их совместный танец, но каждый раз казалось, что видишь что-то новое. А потом было исполнение новой песни. Загадка, которая еще не полностью раскрыта, но уже сейчас вызывает ажиотаж среди всего фандома. Как будет звучать песня? Будет ли она такой же эмоциональной, как Into the Sun? Или что-то более легкое, но все еще трогательное? Чтобы это не было, одно можно сказать наверняка: когда Тэхён и Чингук споют ее вместе, в ней будет душа. Интересно, что японские СМИ также тонко, но осмысленно подчеркнули их близость. Они не делают поспешных выводов, но их выбор слов, кажется, приглашает читателей самим прочувствовать эту динамику. Такой подход на самом деле делает все глубже. Тем временем, мировое сообщество и RMY начало бурлить теориями и анализами. Каждый фрагмент видео пересматривается снова и снова, каждый жест тщательно изучается, каждое взаимодействие внимательно анализируется. Не ради сенсаций, а из желания понять что-то настолько искреннее. Некоторые фанаты даже признались, что не могли уснуть после просмотра последнего трейлера. Некоторые плакали по ночам, другие записывали свои чувства в длинных подписях, а третьи могли лишь смотреть на экран с непоколебимой улыбкой. Реакции были разными, но все они исходили из одного источника – чувства, тронутые присутствием Тэкука. Все больше людей понимали, что особенность Тэкука заключалась не только в их таланте, но и в связи, которую трудно объяснить логически. Что-то, что оставалось неизменным, даже с течением времени и изменениями. В некоторые моменты даже молчание между ними казалось сильнее любого диалога. Сидя рядом, почти не разговаривая, они все равно чувствовали себя наполненными. Как будто не было необходимости заполнять пространство словами, потому что присутствия друг друга было достаточно. И, возможно, именно это и объединяло так много людей. Потому что в мире, полном шума, видеть 2 людей, которые могли понимать друг друга без постоянного общения, было редким и утешительным опытом. По мере приближения дня трансляции, предвкушение сменилось смесью волнения и напряжения. Все знали, что этот момент будет чем-то грандиозным, но никто по-настоящему не представлял, насколько глубоким будет его влияние. Была надежда, было ожидание, но была и благодарность. Потому что не все прекрасные вещи нуждаются в объяснении, некоторые просто чувствуются, просто хранятся в сердце как теплые воспоминания. Для кого-то Тэкук – это просто 2 участника BTS. Но для других они символизируют нечто более глубокое – связь, доверие, то, как 2 человека могут так естественно дополнять друг друга. И в этот момент кажется, что все сводится к одной простой вещи – чувствам. Чувствам, которые возникают непроизвольно, которые растут бессознательно и которые трудно игнорировать. Возможно, позже, после того, как все эпизоды выйдут в эфир и все выступления закончатся, будет много анализа, много обсуждений и много интерпретаций. Но сейчас существует только момент, который все еще жив, все еще пульсирует, все еще так реален. И среди всего этого одно остается неизменным – то, как Тэхён и Чингук смотрят друг на друга, сближаются и понимают друг друга по-своему. Это не то, что можно выдумать. Это не то, что можно заставить. Это то, что растет, развивается и остается, даже когда это не всегда очевидно.